Понадобится холодный фарфор, можно зеленую, можно синюю упаковку, немного зефирной глины, проволока, лучше брать пожестче, 0,3 или даже 0,4. Сразу нарезаем на приблизительно 6-7 сантиметров для удобства. Также понадобится проволока для самой веточки. Можно брать в 1 миллиметр или тоньше. Они все разной толщины. Масляные краски желтая, травяная зеленая. И у меня розовый хинокридон. Можно вместо него использовать пурпурную или красную. Крахмал любой. Клей ПВА. Стек основной и пинцет. Также зажигалка. Первоначально давайте с вами рассмотрим веточку. Вот она такая. Начинается она совсем с закрытого бутончика, такого зеленоватого оттенка. И цветочки идут парно, то есть по 2. Видите? К низу могут соединяться в несколько соцветий с маленькими бутончиками и плотно друг к другу. Теперь давайте сам цветок. Внутри у него одна единственная тычинка. Видите? Также есть чашелистик, но он настолько тонкий и практически прилегает к самому цветку, поэтому отдельно его делать я не вижу смысла. Мы только будем имитировать цвет. Вот я считаю, даже достаточно похоже. Цвет я сделала немного ярче. Лепестки у них длинные, изогнутые, мятые. И такого насыщенного желтого цвета. Даже не чисто лимонный, а с капелькой охры или оранжеватого такого цвета. Поэтому нам и понадобится красный. В холодный фарфор добавляем небольшое количество зефирной глины. Она уберет блеск при высыхании и придаст некой бархатистости. Но не переборщите ее, иначе ваши лепестки получатся очень плотными. А они на самом деле у них очень прозрачные и тоненькие, мягкие. Перемешиваем. И добавляем очень большое количество желтой краски. Вот так. Для того, чтобы получился очень насыщенный цвет. И на такое количество желтого буквально маленькую капельку красного или пурпурного. И тщательно перемешиваем.
Отщипываем небольшой кусок и будем сейчас делать печеньки. Буквально отщипываем глины, ну, в 1-2 миллиметра. Сделали шарик, его одели на проволочку и снизу отщипнули прокручивающими движениями, создавая ножку. Так, сама печенка у нас в общей сложности должна получиться, ну, чуть больше сантиметра. Ножка тоненькая и маленький шарик на конце. Опять же, горошина надели. Вниз прокрутили. На одну веточку можно посчитать вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, то есть 12-14 штук цветочков необходимо. Поэтому делаем необходимое количество. Тычинки у нас должны полностью высохнуть. Поэтому после того, как вы их сделаете, хотя бы часа на 2 оставляем. Приступаем к лепке цветов. Забыла сказать, что еще понадобятся ножницы. Разделяем холодный фарфор на шарики приблизительно в 1 сантиметр. Можно чуть больше, чуть меньше, они все разного размера. Катаем капельку. Она у нас должна получиться в 2 сантиметра. 2-2,5. Ну, то есть вот он наш размер, если на пальчике. Берем ножницы, в крахмал окунаем их, чтобы глина не прилипла. И разделяем больше половины. Первый надрез. Второй посередине и третий тоже посередине. Распределили, приплюснули и основным стеком обратной стороной также его окунаем. Сперва сплющили по центру каждого лепестка. И теперь, смотрите, берем вот тут за основание, кладем на пальчик. Стек берем вот таким вот образом, то есть в пальчике. И большим и указательным будем прокручивать. От самого центра по пальчику, видите, движение, протягиваем лист. И немного фактурим, то есть проводим линии. Сам листик у нас получается где-то в 2,5-3 сантиметра. То есть в зависимости от того, насколько позволяет глина растянуть лист. И опять же следующий. Протягиваем. И фактурим.
Приподняли. И следующий. Аккуратными движениями, прокручивающими. Приподняли. Лепестки все мятые, поэтому держим вниз головой. И каждый листик у края немного сминаем в хаотичном порядке, не принципиально как. Главное сжать. Опять же обратную сторону стека окунули в клей и делаем в центре углубление приблизительно в полсантиметра и немного так вот прокручиваем внутри, чтобы глина распределилась. Клеем ПВА внутри ставим точку и вставляем нашу высохшую тычинку. Протянули и вставляем так, чтобы она слегка торчала от места, где начинаются лепестки. Вниз головой опять опустили и прокручиваем у основания, выделяя вот эту вот часть углубления, которое мы только что делали. Прокрутили, аккуратно опускаем, опускаем приблизительно в 2 сантиметра. Берем вот так ноготочками и приподняли, сморщили, получается. И у нас получается ствол в 1 сантиметр. Берем щипчики. Видите, у нас получилось небольшое утолщение у самого края ствола и небольшие складочки. Теперь щипчиками мы дополняем складочки по всей ножке. И в таком положении вниз головой отправляем до полного высыхания. А теперь я покажу, как я делаю цветочек. Быстро, без объяснений.
Готово. Есть еще закрытые бутоны, но их очень просто делать. Точно так же берем горошину. Чем ближе к краю, к окончанию ветки, тем они меньше. И делаем все то же самое. Разрезали на 4 части. Сплющили. И немного прокатили. Сильно длинный не делаем. Ставим точку клеем. Вставляем проволоку. Делаем ножку. И также начинаем скручивать. В такую капельку. Приступаем к окрашиванию. Небольшое количество красного, розового или пурпурного разводим. И также зеленый цвет, травяную. Для этого необходима маленькая кисточка. Сейчас будем прорисовывать чашелистик. Вот он. Это легкий зеленый оттенок. Чашелистик от каждого лепестка посередине. Что мы делаем? Держим вот так и прорисовываем треугольничек. Даже активный цвет получился. И прокрашиваем ствол. Так, этот у меня еще не совсем высох. Но я покажу. Треугольничек от разреза лепестка к стволу. И саму ножку в хаотичном порядке. Не стремитесь прям идеально ее покрасить. Пусть где-то желтый цвет проглядывает. Теперь берем красный оттенок и от самого края мягкими движениями, не втирающими, проходим поверх ствола. Выделяются наши складочки. Там внутри они и зеленые, и желтые. А при оптическом смешении получается такой красно-коричневый оттенок. Таким образом окрашиваем все цветочки. Намешиваем светло-зеленую глину.
И если она очень свежая, она хорошо прилипает к проволоке и не требует дополнительной обработки клеем. И начинаем потихонечку обтягивать от толстого, наоборот, от тонкого к толстому. Какой длины, это решать вам. Ну, минимум сантиметров 15-20. Прокатываем, выравнивая глину. Не стремимся к идеальности. Можно немного сгладить водой, если есть небольшие трещинки. На конце формируем бутончик. И щипчиками по бокам собираем глинку. Таким образом. Теперь намечаем место введения каждого цветочка. Смотрите, отступаем приблизительно 3-4 сантиметра. Делаем небольшой прищип с одной стороны и вот так собрали его с одной и с противоположной стороны. Отступаем, ну, где-то также можно 2-3 сантиметра. Опять сделали прищип и вот ввели в сторону. Так, у меня 14 цветочков, значит, нет, 12, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Значит, делаем 6 введений. С одной и с другой стороны. Раз, два, три, 4. Берем зажигалку и теперь опаливаем каждую деталь. И также немного между ними. И по нижней части достаточно активно, чтобы глина поджарилась. И особенно внизу. Делать это необходимо, пока глина сырая.
Теперь начинаем окрашивание. Снизу активный зеленый. С плавным градиентом к макушке. То есть от середины мы уже делаем очень мягкий оттенок зеленого. Совсем чуть-чуть краски. Так, и бутончик активным зеленым. Теперь с противоположной стороны, то есть сверху вниз, начинаем прокрашивать красным. Небольшое количество, такой легкий оттенок. И более активно наши вот эти вот пимпочки. Так как мы прошли зажигалкой, глина уже подсохла, и не стоит ждать полного высыхания, чтобы ввести цветочки. Можно немного добавить зеленого. Вот такая веточка. Заранее я подготовила цветы, обрезав лишнюю проволоку, оставив приблизительно 1 сантиметр. И ее немного отогнула в одну сторону. Не то было. Клей ПВА. И приступаем к сборке. Вот тут немного клея. И вводим наш цветочек. До самого конца. Подержали. И с другой стороны. Вот такое место крепления. Вводим параллельно стволу, чтобы нигде не вылезла проволока.
Так, теперь смотрите, при введении у меня немножечко ее повело, поэтому я аккуратно поправляю, так, чтобы с одной и с другой стороны они были в одну линию. И в таком положении оставляю на сутки. Тут у меня уже высохла веточка. И после этого мы в одну сторону изгибаем все цветы. То есть они смотрят все в одну сторону. Тут цветы уже подвяли, но рассмотреть можно. В зависимости от вашего желания можно делать на большом расстоянии и на маленьком. Вот они, мои веточки. Давайте сравним.